Bitcoin, we'll fly to the moon, yeah. We'll fly to the moon, yeah. We'll fly to the moon, Monero, Litecoin. We'll fly to Привет the moon, всем. Ethereum. Сегодня у нас с нами Давид. Давид, на связи. Привет. Да, слышно. И сегодня у нас примерно то же самое, что было с Владом, но поглубже. Вот. По-геймерски. Мы сегодня должны с вами выяснить, как именно зарабатываются деньги в Револенде. Правильно? Именно так. Давид, ты зарабатываешь деньги в Револенде? Я зарабатываю деньги на работе. А в Револенде? В Револенде. В смысле? Зачем мы собрались-то здесь? Вот, а в Револенде на самом деле мы зарабатываем на том, в чем инвестируем. То есть мы покупаем NFT-шки, играем и зарабатываем уже как раз на этих инвестициях. Ага. Вот ты следил за флором в Револенде, в Рево и в долларах последние 2 недели? Зачем еще раз следил? У меня чуть-чуть связь За прыгнула. флором. За флором. Ну, то есть за ценой на маркетплейсе. Да. Ну, смотри, в принципе, все меняется. Все-таки, сейчас и маркет такой достаточно, так скажем, не самый благоприятный, но при этом подрастающий. Но NFT-шки, по крайней мере, те, которые относятся к эпиковому классу, они в целом, даже, я бы сказал, не так прямо, чтобы и проседали. И народ продает достаточно их, так скажем, дорого. То есть, но при этом все зависит от, опять же, того, кто когда еще покупал, потому что когда люди покупали Mystery боксы на самом старте, когда продавались Epic Mystery боксы, там буквально по $200, насколько я помню, то есть оттуда выпадали скины, которые сейчас стоят там по 2-3 тысячи рево. То есть их не так много на маркетплейсе, даже если вы посмотрите, их там всего 7 штук я сейчас прям смотрю. 7 штук доступных, а продано их несколько сотен коробок точно было, если не тысяч. Не, это мы говорим про early adopterов, оно понятно. Да. Ты играл, вот, например, в Axie или в Steppen? В Steppen, да, но там я, честно говоря, не прямо чтобы проникся идеей, потому что когда у меня был кроссовок, у меня, к сожалению, был раннер, и мне просто постоянно бегать не хотелось из этой всей истории. Буквально у своего близкого товарища он заморочился целой кучей кроссовок, когда он их собирал с них, получается, энергию, заряжал в один и на нем ходил. То есть он достаточно долго зарабатывал, но потом уже, слетела вся эта история. И вот учитывая мой вопрос про Axie и Steppen, я хотел бы у тебя спросить, ты не считаешь, что продажа героев и скинов за внутренний токен — это такое себе? Просто фишка всех GameFi проектов, всех Play-to-Earn проектов была в том, что все внутренние, объекты, они продаются за большой токен, типа BNB, за эфир, в случае с Axie, а они минтятся с помощью внутреннего. Вот это был мой главный вообще вопрос сразу, как я увидел Revoland. Ты не считаешь, что это плохая идея? Слушай, я бы не сказал, что это плохая идея. Почему? Потому что здесь появляется хотя бы юзабильность больше, как минимум у токена. То есть будут сейчас происходить новые ивенты, которые планируются там буквально в этом сезоне запускать. Это, сейчас я прям скажу, когда, если у меня тут прописано. У нас есть на сентябрь, что у нас появятся первые там ПВЕ и e-спорты, будут выходить, и тоже с возможностью вступления за внутренний токен. Но здесь, мне кажется, в этом есть смысл, потому что, ты в любом случае, если покупаешь NFT-шный скин за BNB, не знаю, за USDT и прочее, ты никакой пользы не несешь, в принципе, развитию проекта. То есть так ты хотя бы поднимаешь курс для того, чтобы, откупая героев, мы каждый раз поднимаем курс токена, потому что это все-таки экономически важный момент. То
есть, Ну вот ты поднял, а продавец его получил. Что он с ним делает, как ты думаешь? Естественно, он продает его сразу. То есть у тебя получается... Сколько у нас фи на маркетплейсе Riverland? вот сходу тебе не скажу, какой точно фи, но по факту может и так тоже верно, что есть этот момент. Ну да. Человек Но продал. пока меня радует только факт того, что токен не улетел как минимум там вниз, да, сейчас он там проседает, но он держится на там 30% выше IDO-шной цены, и это все-таки на таком маркете да, это да. неплохая история, вот она меня действительно, так скажем, воодушевляет в каком-то смысле, потому что очень многие проекты, в которые мы заходили, ну, прямо вот совсем улетают ниже, и буквально там за пару дней после IDO. Ну, это да. Ну, потому что видно, что проект зафондирован, он серьезный, и одна только разработка игры чего стоит со всеми скинами, персонажами. Но, если честно, вот как по мне, конечно, это плохая идея. Но ты считаешь, что нормальная? Ну, покупать исключительно за рева, ты имеешь в виду, в этом проблема? Да. Ну, ты покупаешь, продавец его получил, что он с ним делал? Понятное дело, что он продает, потому что не просто так Ну, продает. не факт, потому что, опять же, он может ты когда насыпал ему рева, он может пойти и перекупить еще себе других героев. Это же тоже такой важный момент. И он их тут же, опять же, еще есть заработок на том, что ты этих героев продаешь и качаешь. То есть вот если эпики, которые сейчас посмотреть, да, которые есть там, они все перволевельные. То есть когда ты его прокачаешь, ты можешь его продать гораздо дороже, потому что с каждым левелом они, так не кисло прибавляют. То есть если даже там открыть... Прибавляют в заработке лендов? Они прибавляют как минимум в игровых статистиках. Ну, то есть вот я сейчас смотрю, сейчас скажу разницу вот даже на сходу. Сейчас мне нужно задублировать будет себе. Я просто параллельно это делаю с браузера, да, чтобы было более... Просто там же есть потолок, и люди давай будем честны, люди до степна не понимали, в степне поверили, увидели, охерели, после степна люди такие типа, оказывается, все там гораздо проще, чуть ближе к пирамиде. И вот как было в степне, то есть ты покупаешь дорогущий просто синий там рарный кроссовок за, не знаю, $60 тысяч, а зарабатывает он, дай бог, там на 20% больше, чем зарабатывает кроссовок, который стоил в 5 раз меньше. Вот в Riverland, думаешь, такая же ситуация? Ну, если сравнивать со степном, то думаю, да. То есть прям такого космической разницы между прокачанным героем и непрокачанным не будет. Но, опять же, здесь разницу между... Степен был более массовым продуктом. Здесь еще видишь, как здесь точка входа могла быть у любого, кто может нормально ходить, по сути своей. То есть это первый как... Да, он был не для геймеров. В общем, фишка. Да. А здесь все же это прямо точно игра, и люди точно должны в нее играть, и должны играть в нее хорошо. То есть почему здесь у нас вот очень много гильдий играет, но при этом они, такой инсайдик, да, могу сказать, что из них, допустим, в гильдии там они приходят со словами: у нас тут 40 тысяч кошельков, там у нас там 40 тысяч играющих человек, и по факту мы потом начинаем смотреть, и там играет там 500, 600, где-то там 2000 играет, хотя они такие цифры называют на входе. А причина в том, что, они привыкли играть в игры типа того, что на рынок выходит, там, знаешь, собери 3 в ряд, там, походи, там, порасти какую-нибудь ферму. То есть они просто таймкиллеры привыкли играть, и Play to Earn, вот этот маркет, он, как будто реально люди ходят на работу играть вот в это. А здесь, конечно. Да, подход немножко другой, вот мы изначально выбирали. Но, слушай, люди точно играют, и я могу сказать по фидбэку от тех, кто играл, допустим, там в Brawl Stars, просто по фану. И он с криптой знакомый человек. Вот эти 2, так скажем, исходных параметра были запущены, что они заходят, они покупают самого простого героя, там для них стоит, там, не знаю, $50-60, то есть, то, что нечувствительно. И они начинают играть, и говорят: слушай, по фану просто то же самое, что мы играем, и тот токен, что мы зарабатываем, просто, мы даже не продаем его. Потому что, мы сейчас вот поиграли, прикололись, но мы знаем, что можно продать, и от этого прикольно. Надоест играть за этого героя, я пойду его скину на Marketplace. То есть и куплю себе другого. То есть вот это то, чего нет.
Они продают почему? Они знают его use case, типа минтинг, правильно? Или как вот тут называется, забыл, уже мне говорили. Который? Ну, типа минтинг, по факту. Ты скрещиваешь. Примерно как и в Аксе, как и в Mbox. Помнишь Mbox? Да, но при этом, да, ну смотри, но здесь многие, я думаю, что еще следят за тем, когда появится возможность больше юзать ленды, ну, то есть, которые они выигрывают. Это тоже же сейчас планируется, чтобы была прокачка еще этих героев через эти ленды. То есть ты тем, что наигрываешь, ты можешь его вкачать и потом тогда уже сильно подороже продать. Плюс у них скины, плюс у них вот эти животные, плюс еще дополнительные мистери-боксы. Ну, короче, ты вот у себя на аккаунте в какой-то момент можешь скопить прям, ну, какой-то там, знаешь, неплохой банк из того, что ты там накачал, навыбивал или еще что-то понаделал. Как это раньше было из классического гейминга. Не знаю, World of Warcraft играл когда-нибудь? Естественно. И в линейку, Вот. и во все. Прекрасно. Вот мы на этот стрим надолго. Расскажи про скинов. Скины — это чуваки, типа, как курьеры, которые летают рядышком, правильно? Нет, это пэт, это как животное, там, грубо говоря. Ну вот если мы берем сову, за Вот которую... у тебя сова. Ну. Да, вот это дефолтовый скин на ней, но здесь, конечно, с браузера лучше смотреть. Сейчас, секунду. Нет, нам так сюда не открыть. Я думаю, что... Ну, просто, может, есть словами скины, объяснить. да. Простыми словами объясню. То есть скины меняют внешний вид персонажа и при этом увеличивают его статистику. Ну, то есть если мы берем, к примеру, ту же сову, то Покажи, на ней покажи стату. стандартная стата здесь. То есть вот она находится у совы. Там. Basic skill. SP. Что такое SP? SP это, ну, грубо говоря, как же это, у нас-то это называлось сплэш, ну, то есть, грубо говоря, тот объем, куда мы стреляем, понимаешь, ну, грубо говоря, ширина, он дробовик, он стреляет. ХП понятно. Basic skill, это что такое? У него после того, когда ты несколько раз попадаешь грубо говоря, в цель, у тебя из обычного выстрела он превращается в такой серьезный залповый заряд. Крит. Типа крит. Да. Ну, как ульта скорее, чем крит. Ага. Ну, то есть так, вот сейчас... давай сыграем во что-нибудь. Вот я один раз играл в тот формат игры, где нужно просто захватывать территорию. Это было самое простое, потому что даже если ты типа low skill и у тебя фиговый персонаж, ты можешь просто бегать и при этом делать импакт. Да, но вот я больше всего люблю из всех форматов это Fruit Bash. Он такой, на мой взгляд, самый... Не, ну Fruit Bash это типа прям драться нужно. Да, мне нравится Месилова, да. А ты сейчас ты играешь на минимальном персонаже. На фри. Да, но у нас есть корпоративный аккаунт. Там, где просто лютые убийцы просто лежат. Да, по чуть-чуть заходим. Но это, честно говоря, забавно, когда у тебя корпоративный, там чуть ли не... Ну, знаешь, тут появляется такая интересная вот это вовлечение в этот диджитал мир, когда ну, типа, ты заходишь, и ты так видишь, что кто-то играет. И такой, ну, типа, чувак, ты же должен работать. Почему ты играешь? Ты сейчас на изи сове, у тебя 0 вообще всего. Да, прям так, на скилле. Поехали. Есть какая-то формула расчета твоего дамага против хп регена у соперников, например? Вот у тебя ты на лоу хп бегаешь, правильно? Да, вот сейчас меня сатанули, то есть вот я сейчас как партизан, видишь, из вражеского стана буду. Задача в этой игре убить всех или кто выигрывает? Нет, задача собирать вот эти фрукты, собрать их 10 штук, и как только команда соберет 10 фруктов, она должна их удержать какое-то определенное количество времени. Но у меня есть такое ощущение, что со мной играют, наверное, или боты, или около того, потому что, ребята... А фрукты на рандоме появляются? Да, вот они в центре появляются. Ну вот сейчас один из наших поймал, видишь, фрукт. Но у нас какая-то очень тяжелая команда, видимо. Вот пацаны против вас уже 9 собрали, да, Б0. Да. Погоди, ты же вроде взял один фрукт. Тебя убили, и что, он отдает? Он из меня выпадает, да, он выпадает из меня.
и его могут подобрать. Вот сейчас они удержали, и видишь, типа 10 секунд на то, чтобы они все сбежали. Видишь, они бегут и прячутся, чтобы мы их не вынесли. Понял, Все, понял. это было очень... Если вы их убьете, то что? То вы забираете друга. Да, но вот сейчас, видишь, одного убили, у них таймер обнулился, и вот этого нам сейчас надо вынести прям стопудово. Вот, видишь, мы себя начали спасать. А! Хорош. Вот. Но попытка была... 15 секунд выбить прямо сейчас. Так, Да, окей, да. тогда вопрос, который зададут все наши слушатели из Марсдау. Вот вы их... Ну, погоди, сейчас, добей их. Да, убейте их! Убейте их! ГГ. Да. Сколько команда вот это соперников сейчас выиграла? Она выиграла немного, потому что это обычные матчи нормал-ранки. Вот, то есть они не, как сказать, не баунти-матчи, потому что баунти-матчи происходят каждый час, и тогда ты в них заходишь, там уже большие, так скажем, выигрыши, но при этом, видишь... Но вот там против выглядит нас- примерно так же, только все офигенно прокачанные, правильно? Ну, туда уже заходят только прокачанными персонажами, но вот те, кто играли сейчас против нас, видишь, товарищ, то есть он 3-й левел с купленным персонажем, купленным на него скином и с 3 пэтами еще, то есть он прямо, ну, супер вкачанный. То есть, Это который вот Абдулла. да, этот Абдулла положил сюда, ну, где-то в районе 2 зелени, я думаю, положил. Тут, вот мы с вами на нее сейчас смотрим. То есть, вот. И вот такие, ну, здесь... Вот, да. да, вот вопрос. Эта 2 зелени ему что именно дала по сравнению с тобой? Что дала? Ну, вот он зарабатывает, грубо говоря, за игру. Я тебе сейчас могу даже примерно посчитать и сказать, сколько. Так, вот, грубо говоря, есть Heroes. Давай. Его Это было. самый интересный вопрос, который волнует всех. Да, это был у него рарный герой. Вот он, бэк. Вот он, грубо говоря, зарабатывает за игру, если он не вкачанный, где-то порядка 46 лендов. Ленд Мы примерно в зарабатываем. наше время. Сейчас тебе скажу еще, сколько ленд стоит. А поиграй, плиз, в ту, которая захватывает территорию. Пока мы... Это, по-моему, она. Алтарь Assault называлась. Да. Так, давай, рассказывай. Чел закинул примерно 2К, купил персонажа. Что именно он прокачал? Что изменилось его персонажа за 2К? Ну, смотри, у него получается... обычно он играет 10, получается, баунти-матчей в день. После каждого левела его награда увеличивается на 2%. Он был 3-го левела, как мы там, грубо говоря, помним. Все атрибуты на 2% на каждом уровне увеличиваются. То есть и он получается, в среднем... Атрибуты это ХП, скилл, что-то там. Да, скиллы, урон, дамаг, там, скорость его. То есть все, в принципе, его показатели, они увеличиваются. И Слушай, сейчас тебе... Навсегда? Да, конечно. Да, потому что... Да, прям и... нечестно. Ну, вот видишь, тут вопрос, кто как вкачан. Вот здесь от этого все тоже зависит. Поэтому он увеличивался здесь. Вот его как раз получается скин. Я, к сожалению, статы не могу посмотреть. Так, начинается игра. Так, здесь тебе нужно захватывать территорию. Зелененькие, правильно? Нет, здесь нам нужно... Та игра с захватом нам не выпала. Там же только 3 выпадает разных. Вай-яй-яй. Убегай назад, убегай. А есть хил? Хил есть? Да, но когда ты стоишь в траве, и ты не попадаешься на врагу на глаза, то в этот момент тебе никто ничего не сделает. Но, честно говоря, я немножко не предусмотрел одну вещь, ту, из-за которой мы так жестко пролетаем сейчас. Вот просто нас выносят и выносят. Меня автоматически подключает к арабскому серверу. К местному. И здесь самые вкачанные вообще персонажи из всех, которые здесь каждую игру. Тебя просто удаляют из игры.
Я просто, да, ты уже как бы, ну, ты априори проиграл, потому что ты не потратил сюда кучу бабок. То есть здесь очень вкачанные ребята играют. Мгм. Бах, вот этих. Есть ли в игре что-нибудь, кроме того, чтобы стрелять? Есть ли какие-нибудь скиллы, кроме того, что ты справа снизу в телефончике нажимаешь кнопочку «Стрелять»? По сути своей, видишь, у меня в правом верхнем углу появляются вот такие вот кружочки. Так. Да, но нас опять вынесли. Вот эти кружочки, ну, вот опять такой же, да, товарищ, тоже вкачанный. Вот эти кружочки, когда мы играем, они дают нам возможность во время матча, то есть не навсегда, а именно на время матча мы можем с помощью этих улучшений, ну, как бы... Нажми поиск, где захватывать. Его, к сожалению, нет, видишь, он дает только 3 режима. Да, поэтому здесь я показываю те, что есть пока. Ну, то есть он меняется тоже каждый час. Получается, ты во время игры, то есть у тебя может там дамаг увеличиться на 15%, там ХП увеличится. Это может... пассивка. Это пассивка. Ну да, в основном да. То есть тебе просто... А есть такое, чтобы появилась кнопка, типа там, не знаю, удар молнии какой-нибудь? Ну, типа, нет. Что-то кроме стрельбы. Нет, по сути нет, то есть это будет просто разновидность, есть ульта, ну так называемая, она как максимально усиленный формат твоего обычного там ударного скилла, потому что, я не знаю, ты за кого успел поиграть? Мы можем взять, допустим... За сову, и знаешь, вот, за петуха играл тоже, за петуха поиграл. Да, да. Но, да. Вот если взять, допустим, его, то он, ну, как бы он дамажник, видишь, у него 6264 хпшки, то есть он прям танк, то есть с ним можно идти и вот прямо врываться в какие-то боевые дела. Ну да. Сейчас. А сова была ДД? Дамаж делена? Да, сова ДД, а корова это получается саппорт, то есть ее вообще по факту, она когда кидает там свою там, ну, грубо говоря, там банками она кидается. То есть, когда она их кидает, враги там, стоя в радиусе этих банок, получают урон, то союзники, они хилятся как раз. То есть, они здоровье. Так, типа супер простой вопрос. Вот человек купил за там сколько, 200 ревос скина. Насколько он будет лучше, чем вот эта вот фри-сова? Сильно лучше. Сильно лучше? Да, ну потому что, как минимум, потому что ей можно начинать нормально зарабатывать. Вот, но сам геймплей не меняется, правильно? Она также бегает? Нет, геймплей, конечно, не меняется, нет. Но все-таки персонажи, которые за деньги, ну, пытались сделать так, чтобы вообще был все-таки skill to earn, но все равно они круче. То есть, если ты такой себе скилл, слушай, честно. Ну, кнопочку нажимать, это тоже. Да не у тебя. Я имею в виду, что в принципе ты бегаешь, стреляешь. Ладно, бы там были какие-нибудь mind games. Так, сейчас ты играешь... Какое правило? Сейчас просто все гонятся за, так скажем, добычами, наградами, то есть всеми, которые можно на карте найти. Чем больше ты собрал, тем лучше получается. Вот мы сейчас... Да, вот у меня сейчас... А где ты хилишься? Хилишься жестко. Да, потому что это такой вот персонаж. Убей его. Да, убей его! Да, тут нас выносят тоже. Вот. Ну и получается, что... Ну, она, как сказать, все равно skill to earn остается, но если вот с Brawl Stars сравнить, если играл в... Вот мы вынесли одного сейчас, да. Когда ты на начальных уровнях играешь, и когда ты заходишь на каком-то уже гораздо-гораздо более позднем стейдже, ну и ты видишь, как сильно жестко меняются персонажи, и то, как у них сильно меняется их прокачанность. То есть, ну, прям ты понимаешь, что ты не можешь, когда ты новичок, играть с теми, кто играет давно. Здесь принцип тот же самый сохраняется. Ну, то есть нельзя сказать... Ты должен, да, как бы прокачиваться, ты должен раскачивать своего персонажа, и тогда у тебя, естественно, больше шансов. То есть вот этого мы сейчас вынесем спокойно. Домой. Изи. Так, смотри, человек купил персонажа. У него сколько игр в день на зарабатывание?
А, у каждого персонажа по-разному. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, от 7 до 20 разных. Сейчас я прям могу сказать. Вот я смотрю, допустим, героя. Форматы игр ты выбираешь на то, что сверху от Quick Play, правильно? Да, то, что тебе открывается. То есть, От 7 до 10. Ты отыграл их, и больше ты можешь поиграть, но уже бесплатно, правильно? да, но у тебя должна будет, да, восполняться, так скажем, вот эта Энергия. шкала, она от времени идет, да. Ну вот, предположим, я купил персонажа за $300 и выиграл все Мгм. игры за этот день. Все выиграл, вообще все. Сколько Да. я заработал в лендах? Ну, давай считать. Если мы заработали в лендах к примеру, там, ну, вот, видишь, мы заняли 3-е место, что, в принципе, неплохо. Вот этот товарищ Мгм. занял. Да. Чисто мультик был 10. Заработал 40... нет, это он собрал 49 монеток игровых, это не то немножко. Вот я заработал 0,5 ленда. Не, ну ты понятно, смотри, играешь, это не считается. Но представим, что ты купил и выиграл все 10 игр за день. Сколько, Да. как ты думаешь, примерно ты заработал в лендах? Ну, вот смотри, если персонаж, вот сейчас на которого я смотрю в браузере, зарабатывает там 176 лендов, получается, он заработает за 10 игр там 1760 лендов. Вот у него получается. Это примерно сколько в баксах? Вот сейчас я тебе скажу, когда открою на панкейке эту историю. Так, сейчас вот у меня... Хорошо, когда все на быстрых кнопках. Конечно. Так, вот 1760 лендов. USDC. Угу. Умножить на 0,009 получается. Вот так примерно. $15. Угу. Купили его за 300. Да. Ну, то есть Например. он может там за 20 дней плюс-минус там окупиться. Получается, у него где-то такая, получается, картинка. Вот. Ленд у нас тратится на что? Есть use case у ленда, кроме минтинга? Да, лендами ты можешь апать левел персонажа, как бы там прокачивать его в том числе. То есть, ну, у ленда, то есть история именно такая, что он внутренний utility токен. То есть он как бы торгуется на бирже, да, но его основная тема больше на то, чтобы там либо его вот как раз на нем зарабатывал и продавал его, вот, либо использовал там, в качестве там, прокачки персонажа. Ну, там фишка-то в этих играх в том, чтобы прокачка того стоила. Это самый главный вообще двигатель всего, как показал Степан. Главное, чтобы это было профитно. Расскажи про минтинги. Когда, в каком плане про минтинги? Как их объединяют или что делать, или когда будут новые следующие? Как объединяют, что тратят и что получают. Слушай, ну пока эта история вообще, она, ну, только в запланированном формате, когда можно там несколько героев объединить между собой, вот, и тогда у них будет штука. Сейчас пока этого нет, минтинга, да? Нет, пока они не минтятся, но при этом есть вот эти пэты, так называемые, то есть когда ты можешь привязать к своему персонажу еще вот таких товарищей. Сейчас покажу. Когда у тебя вот такие штуки. Эти, как они... NRI. Расскажи, что такое NRI, чем отличается? Нормально, ну, как бы это normal, rare и epic, то есть обычные, редкие и эпичные. То есть все эти товарищи, они тебе дают они прямо... Они стоят денег. Да, их тоже можно купить. Угу. Но они не такие дорогие. То есть... With SP skill, next target SP-4. Что-то маловато. Да, но ты их можешь сразу 3 штуки себе повесить. И они будут летать вокруг тебя, что ли? Да, и они будут тебе постоянно давать еще... нажми на какой... Так, damage received, типа танковая, да, тема? Какашка. Да, по факту, да. Но один из самых крутых, где тут сова есть, сейчас я найду. Нет, это не тот... Ну, вот этот хорош, да, потому что он тебе, видишь, и они тоже прокачивают. Слушай, маленькие проценты, конечно, вообще маленькие. Ну, смотря... Интересно, проводили тесты вообще на геймплее, насколько это вообще влияет?
Мне кажется, Я что думаю, очень, что очень они мало. маленькие по вопросу как раз того, что, ну, это очень не круто, когда ты создаешь какого-то супер прокачанного перса, которого вообще никто не может вынести. И поэтому все такое пока что Ну, конечно, уменьшено. да. Ну, то есть, как даже ты там в доту играешь, ты же понимаешь, что там, ну, как бы вся фишка, когда ты раскачался, то есть, а по факту баланс должен быть просто идеальный. Но для игры, которая там 2 месяца в маркете, мне кажется, тут еще доделывать и Не, доделывать. ну все понятно, да, вообще без претензий понятно, что на текущем уровне очень офигенно выглядит. Но проценты, конечно, нужно тестить. Я бы, конечно, затестил на их месте. Вот мы, да, у нас на корпаке вот этот 15% товарищ, damage, эпик, он еще и стоит немало, мне кажется. да, вот такой стоит $600 сейчас, товарищ. Мне кажется, минимум должно быть 30, но опять же, нужно смотреть. Макс ХП, ХП реген 4%. Да, но ты не забывай, что ты можешь повесить 3 своих пэтов с собой. То есть у тебя, если 3? 3 3 таких... макс? Да, ты можешь сразу 3 повесить. Угу. То есть у тебя вот может быть вот эта штука, вместе с ней вот эта штука, и вместе с ней там вот эта штука. А можешь там... Какой максимальный левел у самого персонажа? Честно говоря, вот это вопрос. Я думаю, что и он пока ничем не ограничен. Хотя я не видел персонажей больше, чем там, по-моему, 6-7 левел. Мне просто не попадались. А каждый левел-ап он сколько дает примерно? Как думаешь? Всего есть, вот я типа? 10 левелов сейчас. Вот у меня FAQ 10? открыт под носом, да. 10 левелов. А что ты имеешь в виду? Каждый персонаж? Ну, типа с каждым левел-апом, например, ты с первого на второй пришел, что именно увеличилось? Все атрибуты? Зависит, опять же, от персонажа, но вот, допустим, у вот этого же там персонажа, за которого мы сейчас смотрим, да, там, грубо говоря, играем. Но free, да, там не особо. Ну вот, например, у тебя. Вот на левел 2, вот что изменится? Вот на левеле 2, он когда будет, у него будет изменяться, вот видишь, там, грубо говоря, плюс 3 дамага. Все, понял. Да, больше хпшки Понял. и так далее. То есть он будет Но улучшаться. это очень мало. Это очень мало. Но все герои меняются по-разному. Ну, то есть там у всех своя... У кого-то 3% с каждым уровнем улучшения, у кого-то 2%. То есть все еще тоже зависит от этого. Прям, типа... Но, да, по факту... 1% получается. 1% да. за левел. У нормал героев 1%, у эпик героев 3%, у рерных 2%. То есть, понимаешь, здесь, опять же, ну, нельзя просто пока делать ту ситуацию, когда кто-то будет, ну, прямо сильно жестко вкачиваться. Хотя, если вспомнить, допустим, тот же... Ну, давай проведем там аналогию с World of Warcraft. Помнишь, была арена для 20-х левелов? Да. Ну, там, если играл, у тебя персонаж не твинк, то ты как бы, ну, просто чувствуешь себя прекрасно. Ты реально такой чувствуешь себя таким скиллованным. То есть, а когда приходит кто-то, у кого там, не знаю, 5 80-ников, и он там просто максимально себе накрафтил для 20 уровня, что больше некуда, то он приходит и просто ливаешь. Просто разрываешь эту арену. То есть, чтобы вот этого не происходило. То есть, а по факту, даже ты говоришь, вот маленькие значения, а чуваки, которые нас выносят, вот 2 игры мы сыграли, это чуваки, которые сюда уже положили там по 2-3 тысячи, ну и у меня вот вообще без шансов с ними здесь воевать. Ладно, окей, как думаешь, есть риск того, что, например, Prevalence станет офигеть каким популярным, и его постигнет та же судьба, что и Степан? Слишком много популярности, все залетели, взяли кредиты, Ингушетия навесила плакаты, как типа заработали в Ирландии, и в итоге получилась пирамида, которая бахнулась вниз. Как думаешь, слева можно? Слушай, я не знаю историю про Ингушетию, а там была история со Степаном? А там лютая история была. Ты что, не только... Это я просто так... Ну, это одна из. Там было много историй. Там чуваки постили, в смысле, вешали плакаты, как заработать на степне и так далее, и так далее. То есть проблема в том, что в игры приходят, к сожалению, ну, не знаю, к сожалению, к счастью, не чтобы поиграть. И мы это уже проверили. И вот у Mars DAO, собственно говоря, главный успех был в том, что мы очень рано людям показали Степан,
И все, кто был немножко с мозгами, на нем заработали. Вот. Да, Вот сейчас это мы 100%. примерно- Да, и сейчас мы пытаемся понять, Рева может, вот что у Ревы впереди, короче. Вот я пытаюсь понять. Не, я не думаю, что здесь будет такая же история, но очень точно она будет, даже если будет такая, то будет не скоро. И, ну давай так, ни одна P2E игра, даже Степан, не сравнится с текущей статистикой игр, которые с Так классического это нельзя мира. сравнивать. Это нельзя Да. сравнивать, слушай. Ну, то есть, А поэтому такого не произойдет, мне кажется, с Рево, как это было со Степаном, потому что это, ну, все-таки нишевая история, то есть больше, чем надо гораздо делать, чем просто ходить. Но, по крайней мере, что мне кажется, здесь народу будет просто, чем больше будет появляться играющих игроков, а это будет все же более молодое поколение, и тем больше будет adoption у родителей, скажем так. Ну, потому что... Вот, согласен, да. ты Это будешь вот прям, приходить... типа, тиктокеры должны прям, я отвечаю, это они. Да, потому что ты будешь приходить, по сути, в игру, ты вот с этим, ну, там, с этим совой, с этим петухом понимаешь, что ты ничего не можешь сделать нормально, а все твои друзья играют, а как что, а нужно для этого купить Рево токенов, а для этого криптокошелек, и ты там, папа, дай денег. Вот, папа не понимает, как это все купить, а ты ему объясняешь, а ты Да покупаешь. нет, с и вот- кошельками это не такая проблема, я думаю. Слушай, все уже примерно прикинули, поняли, прочувствовали. Ну, по крайней мере, в рамках нашего сообщества, я думаю, что все уже все понимают. Но Ну, вот у вас, вопрос конечно, в том, вот все же будут считать математику окупаемости, как это не было бы плохо, а это плохо. Как со Степаном. Да. Помнишь, был Степан гайд? Да, но Вот. я бы сказал так, здесь надо еще не забывать один большой момент, что вот у вас была в свое время обалденная игра, которая так и называлась Офигенная. To the Moon. Тузамон, да. И я в нее прям играл, мне вот прям нравилась эта штука. Да, И реально было у нее весело, была реально весело. одна простая и четкая идея. Ты собрал, запустил с целью выиграть и поднять баблишко. Ну, вот это не пыталось замаскироваться ничем другим, понимаешь? То есть это был конкретный такой процесс. Там, выиграй и подними бабла, потому что ты выиграл прямо, ну, скажем, в финансовой игре. Вот проблема Play to Earn, то, что здесь это немножко все равно пытаются как-то завуалировать. То есть если играть с целью непосредственно поднять бабла, вот прямо вот с этой целью играть, тогда надо к этому немножко иначе подходить. Тогда надо поизучить всех героев, изучить всех пэтов, собрать себе нормальный набор. Это С прям этим задолбаться нужно, да. Да, надо завалиться, понимаешь, играть и раскачать себе скилл, и играть, если ты в день выигрываешь все эти игры, ну, камон, ты 10 игр сыграл, но потратил ты на это от силы там 50 минут. Сел за второго героя, потратил еще. Зарабатывать здесь 150-200 баксов в день реально. Вопрос, насколько ты заморочен, ну, для того, чтобы это делать. То есть потом кого-то там нараскачивал, решил, видишь, там цены поменялись, там все выросло, решил продать, продал, купил что-то другое, вкачал. То есть любой процесс, в котором ты заморочишься, он будет, ну, как бы тебе нести какую-то там, грубо говоря, результативность. Но если говорить о простоте заработка, покажите это своим детям. Вот тогда это будет простой заработок для родителей. Вот. А если пытаться самому, если ты не был до этого геймером, то есть не вот как мы с тобой, да, играли там во все, и нам в принципе понятно, как в это адоптиться, и нету там сложностей никаких, то Это покажи нам. сейчас. Да, большинству, конечно, ни хера не понятно. Все-таки думаю, что, чё, какие-то, блин, просто какие-то совы. Ну, ты знаешь, я на самом деле был удивлен этому же факту, к примеру, ну, я думаю, ты же знаешь про там Фаркану тот же самый, да, проект. То есть вы про него писали, да, мы вот адвайзим его параллельно тоже. Вот мы на выставке стояли... Сыграй пока что. Да, мы на выставке играли с компом и могли как бы, ну, непосредственно показать людям, как это работает. То есть и подходили люди, играли в игру, и получается из, наверное, 20 подходящих 15-16, ну, просто мышкой даже, ну, знаешь, там, одним пальцем нажимает на клавиатуру и там кое-как держит мышку, и я так был... В этом-то и проблема, в этом-то и фишка, то, что вот понимаешь, почему Степан взлетел? Потому что ходят все. Да,
Да. А геймер Вот это супер узкая комьюнити. Типа вот не соврать, в Марсдау в рамках там 100 тысяч человек, дай бог, чтобы там 3 тысячи, 4 играли реально в игры. Но и то, это много, понимаешь? Потому что типа в глобальном масштабе тоже там 0,5%, 1% игроков реально играют в игры. Но как ни странно, на этом зарабатывают бабло. Да. Ну, зарабатывают массами. Я помню, когда была волна, когда все, так скажем, ребята ушлые начали поднимать гильдии. Это было так смешно. Буквально месяц назад у меня был звонок. Гильдия херовая тема. Гильдии, кстати, убивают игры. Да, Кстати, абсолютно да? согласен. Но был момент, когда вот они только начинали появляться, вот все эти... Так, меня что-то... Тебя так быстро убили вообще. Быстро наказали. Вот. Был момент, когда это только начиналось, и когда все эти ребята поднимали себе какие-то там комьюнити и прочее, там, и старались как можно больше там, знаешь, как привлечь в эту тему людей, да. Просто выжить до конца бабла, до копейки, до цента вообще. Вот же самое стрёмное про гильдии. Да. И самое смешное было, что были ребята из, там, грубо говоря, СНГ России, которые такие, да, у нас есть гильдия. Я такой, ну давайте, мне нужно там Рева, СНГ рынок. Они говорят, так у нас одни азиаты играют. Мы, говорит, у нас нет русских, говорит, вообще. Ну вот сейчас будут. Да. Вот видишь, он пришел к нам, мы его наказали. Но он на лоу хп пришел. Ничего, главное, что мы его наказали. Так, вот а зеленая вот эта вот площадка, зеленая. Мне надо бежать. Минус Давид, просто минус Давид. Зеленая — это площадка, куда упадет или какой-нибудь бонус, или что-то такое случится. Вот нам нужно идти. Видишь, они его все охранять бегут сразу, чтобы его не вынесли. Падай! Прикинь, он упал, прикинь, мы забрали его. Вот это класс. Просто изи. Так, ладно, слушай, по твоему мнению, игра находится на начальных этапах? Думаешь, еще подрастет? Да, я думаю, что еще будет очень подрастать. Прямо очень будет подрастать, потому что, задел большой, денег если честно, люди уже много обожглось на степне, и они боятся зайти поздно. Вот в чем вопрос-то, понимаешь? Но здесь не такой подход. Это же не история с таким, как сказать, я не хочу сказать, что степнем прямо пирамидос, но по факту здесь нет прироста экономики за счет, там, понимаешь, постоянно новых игроков. Здесь все-таки упор на киберспортивную тусовку. То есть то, что сейчас она подхватит, и как только она подхватит, просто любой крупный киберспортивный ивент, который возьмет Revoland как дисциплину, автоматически рождает просто сотни тысяч игроков по всей планете. Это ты супер далеко смотришь. Этого еще нужно добиться. Да, к этому как раз все и идет. То есть, на это основной упор. То есть мы сейчас, я, по крайней мере, пытаюсь там достучаться до русского киберспорта, хотя бы новостного, чтобы там получилась вот эта вот история. Да. У меня близкий друг, капитан команды Spirit. Вот, видишь. Но, знаешь, как мини-бум, я тебе стопудово скажу, что отсутствие скиллов, кроме нажимания стрелялки, это прям херово. Это неинтересно. Вот в чем проблема. Здесь, да, для тех, кто больше на такие, как, игры там моба формата, как там Dota, к примеру, или так далее, конечно, да, для них это неинтересно. Но Brawl Stars та же самая стрелялка с одной кнопкой, и в нее просто... Да, Brawl Stars, конечно, просто уникальная хрень. Как можно в это говно играть, не понимаю. Просто кликаешь кнопочкой. Не знаю, слушай... Хз. Я бы предложил какие-нибудь скиллы, честно, потому что, слишком... я тоже геймер, и меня бесит то, что кроме стрелялок нет ничего. Я например, не играю в КС, потому что меня бесит КС, типа, попал, не попал. Тут до конца не соглашусь, КС супер тактическая игра. Такое.
Видишь, как что, тут зависит что от... такое land promotion? Что такое land promotion? Я не вижу, где ты это видишь. Внизу последний атрибут. Это то, что я буду, вот, видишь, процент награды. Percentage rewards for heroes participating in the battle of free heroes network. Ну, понял. Да, то есть, грубо говоря, ты когда прокачиваешь героя, ты и зарабатываешь больше. Ну да, естественно. Да, то есть тут, соответственно, такая штука. Но это фришные герои, да, они просто... Если бы тебе сейчас предложили создать сайт под названием Revoland Guide, и тебе бы закинули любого флорового персонажа, не сову, а типа купленного, какой бы ты дал какую-то окупаемость ему? При хорошей игре. Слушай, я думаю, что в районе, наверное, если постоянно каждый день играть, но не забиваться, то есть, не убиваться там просто там круглыми сутками, там пытаясь... А смысл убиваться? У тебя же 10 игр в день. Да, но у тебя есть еще и там вот эти нормал игры, которые тебе тоже несут, но просто они поменьше несут гораздо. То есть если играть, по сути, только вот эти Bounty Promotion, я думаю, что вполне можно там до месяца это сделать. Но вопрос, играешь ли ты? То есть если бы мне было бы сейчас там 17-19, стопудово бы просто бы отыгрывал это все за 2 часа и... По колдауну. И уходил, да, как бы. Причем, понимаешь, тут же еще как, тут с годами меняется не только факт того, насколько это сложно, а насколько это сложно сделать быстро и не отвлекаясь. То есть, если там раньше ты в WoW мог зайти там и просто всю ночь просидеть там и до утра, и с утра, и вечером, и без разницы. На все дела забил, и ты все, сидишь, играешь. А сейчас-то это не так, то есть у меня там, не знаю, Zoom сейчас начнется через 20 минут какой-нибудь, все, я там ушел на Zoom, потом что-то делать, какой-то маркетинговый план, потом опять зашел на 20 минут поиграть, и ты уже нет этого, так скажем. То есть здесь целевая аудитория все-таки, не мы с тобой, по большому счету. То есть, здесь лютые геймеры прям. Да, такие молодые прямо геймеры, то есть тут, смешной был момент, когда мы общались с Team Spirit, если ты знаешь таких, они прям... В смысле, знаю, я все говорю, я вчера им бабло подвозил. Ой, прошу прощения, не Team Spirit, а Team Secret. Team Secret это такие, я знаю Team Secret. Да, не маленькие, вот мы недавно с ними буквально общались, и как бы... на первый звонок вышли там больше такие ребята там из маркетинга, менеджмента, там всякой темы, они там все прямо, да, они на игровом языке там говорят, все такие клевые. А потом к Zoom подключилось несколько чуваков, которые играют, и это подростки, они прям подростки, они подключились и просто нам такие, знаешь, они прям, я понимаю, что они вообще, им просто пофигу на то, что здесь происходит, они играют. То есть им наш диалог там про анонсы, как, а что зарабатывать, что где. Он говорит, не, я сейчас возьму вот этого, я всех вынесу. Нет. То есть у них совсем по-другому голова устроена. То есть это уже, так скажем, свершившийся для нас факт. Поэтому Рева, понимаешь, как мы в стриме с Владом говорили, Рева — это токен для родителей, Land — это токен для детей. Алло. Да, помню эту шутку. А ты с Климентом общался, что ли? С кем еще раз? Климент, главный у них. Нет, там была другая туса. Там больше. Слушай, 1-2 месяца это супер офигенно. В принципе, есть потенциал для того, чтобы была примерно волна, как со степном, но есть огромное ограничение в том, что большинство людей, типа, кто постарше, они вообще не собираются в это, конечно, играть. Нам нужны молодые. Но офигенно, прикольно. Да, по факту. Таргет понятен, короче. Да, поэтому мы сейчас для себя открываем как раз тоже рынок ТикТока в основном. То есть, чтобы оттуда затягивать, то есть, аудиторию. Там она очень круто конвертится. Просто у меня среди всех, так скажем, адвайзеров, амбассадоров самый сложный по факту регион. Как ни странно, Россия занимает там СНГ там порядка, если не ошибаюсь, 10-15% от всего гейм-рынка в мире. У нас очень много людей играет, там больше молодого, поколения.
Но при этом у нас убиты все рекламные каналы на сегодняшнее время. И, В то есть, смысле убито? ну, мы не можем пустить на тот же, там, грубо говоря, трафик на ТикТок. Вообще на ТикТок ничего пустить не можем. Ничего мы можем Ну, пустить. это из-за войны, собственно. Ну, конечно, вот. И по факту из-за этого все задачи, которые все уходит в элемент переговоров. И я скажу, Ну это все да. подтягиваю, да, по чуть-чуть аудитории. В интересное время живем. Да. Короче, Ну. 1% с левелапом. Левелап ты получаешь с чего еще раз? С игры просто? Нет, левелап ты докачиваешь лендами, но ты должен докачаться до того, чтобы как бы апнуть этого персонажа. Ну, то есть ты его лендами прокачиваешь. Понял. Да, слышно? Да, все хорошо. Да. Слушай, ну, кайфово. Но нужны геймеры. Это, конечно, не про Mass Adoption. Mass Adoption, к сожалению, тут... Ну, это именно геймеры, да. Но у нас есть геймеры, я думаю, сообщество. Да не, конечно, есть люди, прям на самом деле, если зайти, СНГшный чат, ну, играют, пишут, общаются, это очень прикольно. Задают целую гору вопросов, и при этом я как раз об этом и сетовал, да, что говоришь, нужны геймеры, а как их сейчас добывать, совсем все поменялось. Это лет там 15 назад ты мог взять там, пропиарить себе статью в игромании, и все, ну, весь рынок России твой, как бы, по сути, больше ничего не нужно было. Вот сейчас все, конечно, да, поменялось, огромное количество предложений, там, куча игр, там, эти криптоигры, это всем все объясни. Ну, то есть, конечно, здесь есть свои сложности, с которыми стоит работать. Но кто, как ты говоришь, рано понял, мне, на мой субъективный взгляд, те персонажи, которые сейчас мы покупаем за 30, 50 и там $300, при должном развитии игры могут иксануть и в 10 раз абсолютно легко. Естественно. Да. Вот. Но вот, конечно, мне вот как геймеру, а я геймер, единственное, что не нравится в этой игре, это отсутствие скиллов, честно. Ну, тогда ты бы был, понимаешь, тактически самый прокачанный геймер, а здесь больше на простоту. Как бы есть такая игра еще, Battle Royale, самый вот этот смешной, там, где все просто бегают абсолютно несуразными, неуклюжими человеками. Не могу вспомнить ее название, она на PlayStation, она не мобильная. Ну, там вообще нет никаких скиллов. Единственный скилл — это прыжок, который там есть, и 100 с лишним человек выходит играть на, ну, грубо говоря, на раунд. И после этого 100 человек пытается просто за отведенное время добежать до финиша. И с каждым раундом их становится меньше и меньше. И все, что у тебя есть, это, ну, джойстик для передвижения и функция прыжка. И это так сложно. Ну, то есть выиграть у 100 человек за все время, там, не знаю, там могут часа 3 сидеть в нее играть и при этом там один раз только максимум выиграть. И как бы ты не получаешь за это никакой награды. Ты просто пофанился. Вот. Так, у меня есть ощущение, что я пропал, или кто-то пропал, потому что звука нет. Алло. А меня слышно? Ага, я понял. Ну, да. Так, у нас, видимо, отключился пока от трансляции Константин. Вот, поэтому я предлагаю вам тогда посмотреть со мной, как пройдет еще очередной раунд во Fruit Bash. Ну, и я думаю, что этот раунд мы уже должны наконец-то затащить. Как, в принципе, мы это сделали с прошлым раундом. Пока Константина нет, можно рекламировать все, что угодно на канале Марсдау. Но по факту я вообще могу, наверное, если свое мнение выразить об игре, то, ну, для крипто-игрушек это прорыв. Ну, то есть с точки зрения там, технологий это что-то новое. Но с точки зрения адопшена этой игры на сегодняшний день будет очень сложно какое-то время эту игру вывести на действительно такой серьезный уровень. Слышно меня?
Да, пока тебя не было, я рекламировал пирамиды. Как вообще им пользуетесь? Так, сейчас, секунду. Слышно? Да, Все отлично. Сейчас лучше, да? да, сейчас хорошо. Отлично. Короче, возвращаясь к моему вопросу про геймеров и про меня геймера. Мгм. Да. То, что я считаю, что true геймеры заходят в такие игры, чтобы поднять, ну, напрячь мозг. Понимаешь? Вот почему я там до сих пор играю в какие-то игры типа Dota. Фишка в том, что ты постоянно думаешь, где ты должен быть, что ты должен нажать, кому ты должен помочь, откуда ты должен уйти, куда ты должен прийти. Вот. А в Revalend этого нет. Ты просто нажимаешь типа кнопку, типа бах-бах-бах-бах-бах стрелять. Вот это вот плохо. Ну, это по мне, ну хз. Ну, и да, и нет, я сказал бы так, потому что все-таки в таких играх, если посмотреть, как в них гасятся на турнирах, ну, там супер тактические подходы у ребят, когда они в это все играют В по-серьезному. Revalend? Нет, в Brawl Stars все-таки. Ну, я понял. Примерно то же самое по геймплею, да. Они один в один вообще, на самом деле. Вот. И там супер тактически они подходят к тому, чтобы побеждать. Но когда это сам концепт игры просто такой. То есть Brawl Stars создавался как какое-то, ну, стреляльное безумие. То есть после... Это же Supercell делали. И после успеха Clash, не Clash of Clans, а Clash Royale, по-моему, назывался, да. Вот, после успеха Clash Royale, то есть, когда у тебя просто помнишь, два замка, ну, 3 башни с каждой стороны, ты посылаешь разного вида воинов, то есть, ну, настолько как бы это было успешно, что они решили создавать настолько простые, но при этом супер динамичные игры, и этим и вдохновился как бы и Revalent как раз. Да, да. В принципе, то за что, и это может здесь. Слушай, ну кайф. Надо пробовать, надо играть, надо пробовать выигрывать. Да, это точно. Так, Вот. все, спасибо тебе за эфир. Я примерно понял. Я, конечно, хотел цифр, но с цифрами, ну, в принципе, я их тоже понял, да. И надо тестить игру. Да, согласен. Давайте будем Чтобы тестить. да, там просто я думаю, что там просто есть риск имбалансов персонажей, но опять же нужно проверять. Вот как раз можем провести исследование. Я попробую взять самого супер вообще накачанного персонажа и зайти в игру и посмотреть, сколько у меня получится. Да. А я возьму персонажа, который стоит в 10 раз дешевле твоего, и проверю, насколько, ну, 10 ли раз хуже или же нет, как это обычно бывает. В этом главный вопрос. Как геймера, опять же, как геймера. А так, ну, заработать можно, надо пробовать. Стопудово. Согласен. Вот. Добро. Да, спасибо большое Все. тоже за эфир. Спасибо, Давид, за время. Отличный эфир. Да, всего доброго, хорошего дня Все. всем. Давай. Удачи всем. Пока. Да.